Даже на Porsche Cayenne Turbo не ставят. Я нашел для себя на AliExpress магазин. За новое колесо доходит цена до 2000. Конечно же, Китай. Эту дырочку увеличить, все будет выглядеть шикарно. Красные суппорта. Вид тачки меняется сразу с колес. Будем покупать у него со скидками. Диски от GTR на крузаке. Отливать резину своего дизайна. Мне кажется, вообще шикарно получается. Всем привет, вы на канале Lego Garage, с вами Егор. Да, я опять со своей Тойотой. Но сегодня мы говорим не о Тойотах, сегодня мы будем говорить о колесах. О колесах Lego. Пару лет назад в одном из пресс-релизов компания Lego хвасталась, что они являются самым крупным по количеству, по объему производимых колес. Ну, естественно, речь идет о колесах игрушечных. Хотя кому какая разница? Колеса она действительно выпускает больше всех, и сомневаться в этом не приходится. Если посмотреть каталог Lego, все колеса, все виды покрышек и дисков, то действительно их там будет очень много, наверное. Даже страшно предположить, я думаю, там не одна сотня. А может показаться, что творческое разнообразие просто обеспечено. На самом деле это не так. Вот я люблю строить машины в среднем масштабе, машины Lego Technic. Средний масштаб — это, в моем понимании, масштаб где-то от 1, ну пусть к 11 до 1 там, к 13, грубо говоря. В этот масштаб попадают колеса, ну, примерно от 56 мм и пусть до 75 мм. Если мы посмотрим, что у нас есть у компании Lego в этом диапазоне, то вот примерно что мы имеем. Самое очевидное — это колеса 62 мм, которых было много вариаций цветов: желтые, серебристые, белые, серые. Хотя сейчас выпускается только в сером цвете, поэтому выбора особо здесь немного. Размер у них 62 мм, наиболее пропорциональный из всех колес Lego, и состав резины здесь тоже, на мой взгляд, наиболее близкий к резине. Как вы понимаете, высота профиля говорит нам о том, что колеса эти больше подходят для какого-то городского автомобиля или внедорожника, но никак не спорткар и никак не спортивный кроссовер. Если посмотреть чуть пониже, у нас есть колеса 56 мм. Это вот такие вот симпатичные колеса, как видите, они низкопрофильные, ну, соответственно, они очень широкие. Все бы ничего, но вот вылет наружу у них слишком большой, поэтому возникают проблемы с передней поворотной осью, когда туда сделан привод. Ну, очень большое получается плечо обкатки. Под эти колеса приходится делать нереально большие арки. Такие широкие колеса даже на Porsche Cayenne Turbo не ставят. То есть по пропорциям они, конечно, ближе к каким-то гоночным трековым автомобилям и автомобилям Формулы-1. Если двигаться, наоборот, выше, в верхнюю сторону, то у нас есть колеса 68 мм, и их достаточно много. Я собрал только часть из них. Наверное, самые популярные и самые распространенные — это вот эта вот резина, которая надевается на диск 56 мм. Это вообще резина в принципе, из более крупного масштаба для модели Lego. Она очень широкая, в принципе, она по пропорциям схожа с резиной 56 мм. И использовать ее здесь, ну, это уже какой-то, не знаю. Далее есть резина 68 мм, которая выпускается еще сейчас. Она такая, ну, на вид типа внедорожная, баллонная, хотя сцепление у нее на самом деле не очень хорошее, потому что пятно контакта тут очень узкое и очень маленькое. Ко всему прочему, она опять же широкая. Если ее ставишь на переднюю ось, то при повороте она очень сильно дает большой разбег, и поэтому арки приходится делать просто огромными. Далее, старший брат резины 62 мм, это вот колеса 68 мм, очень редкие, были они только в 90-м году в одном или в двух наборах. Отличает ее чуть большая ширина. Если вот 62 мм у нас 20, то тут примерно 24 мм. Если здесь размер 62 диаметр, то здесь 68. На самом деле разница небольшая, кажется небольшая, но когда ставишь ее на модель, ощутимо прибавляет модель во внешнем виде. Напомню, что она уже не выпускается, выпускалась очень мало, и купить ее сейчас на вторичном рынке — это просто сумасшедшие деньги. Там за новое колесо доходит цена до 2000. А если берешь БУ, то у них, как правило, всех сердцевины растресканы, их приходится либо проклеивать, либо играть с тем, что есть. Вот, есть у нас еще вот такое вот колесо. Ну, как видите, оно такое футуристическое. Выпускалось оно, по-моему, тоже в одном или в двух наборах, но это было уже в 2000-х годах. Колеса симпатичные, их можно ставить на какие-то легковые машины, спортивные машины. Притом ширина у них относительно небольшая, конечно, больше, чем 62 мм. Но тут наверное, где-то 30 мм ширина. И это позволяет нам использовать их на каких-то, ну, не знаю, паркетниках, кроссоверах, ну и, собственно, легковых машинах гоночных. Вот, единственный минус у них — это только крестовое крепление. Но в дополнение к этому скажу, что у них реалистичный вылет. Но здесь надо, если строить переднюю ось приводную, надо, конечно, приводом здесь очень сильно мудрить. Но сюда, наверное, не подходит. Если бы это был Mercedes, то вот эта звезда трехлучевая была бы уместна. Они классифицируются как 70 мм, хотя по факту они
ну те же 68. Вот, в целом эти колеса еще можно купить за адекватную цену. Есть еще вот такое вот старое колесо. Если это старший брат, то это, наверное, дедушка колеса 62 мм. Почему? Потому что он тоже 62 мм, но у него используется старая резина, даже не резина, это, знаете, как это пена. Очень скользкая, то есть для дрифта подойдет, но вот сцепление будет иметь, наверное, только на земле. По твердым поверхностям абсолютно не подходит оно. Хотя выглядит зубасто, вроде как так, ничего симпатичного. Остается у нас еще колеса с альтернативной резиной, точнее это RC резина, одетая на диски от Lego моделей. Выбор на самом деле невелик, если сравнивать там с масштабом побольше, там колес 1,9 дюйма просто вот дофига. Это резина 1,55 мм для RC внедорожников масштаба 1,10. Ну, по сути, гражданский размер, хотя для Lego, конечно, это будет оверсайз, опять же, для моего масштаба, но, тем не менее, выбор есть. Ну и, к сожалению, выбор здесь небольшой, цена тоже не очень приятная. Вот у меня в руках резина от RC4WD, наверное, одного из лидеров рынка RC комплектующих высокого качества. Это аналог Гудрича, а это лицензированный Микки Томпсон. Они очень пропорциональны, и они при этом подойдут не только для подобных моделей этого масштаба, но и для более крупных моделей, там ближе к 1.10, 1.11. Чтобы окончательно добить ваше желание использовать эту резину, скажу, что у них цена за пару составляет порядка $25. То есть комплект вам выйдет в $1,500 плюс доставка. Собственно говоря, все у нас по резине здесь, да. Что мы в итоге получаем? Реалистичная резина у нас на сегодняшний день доступна, получается, только 62 мм, причем только вот в сером цвете, потому как только он выпускается сейчас в наборах. Вот все остальное это уже либо раритет ретро, причем раритет может быть безумно дорогим, так и не очень функциональным. Но остается у нас по сути только вот этот диск из наиболее приемлемых и реалистичных для использования в машинах этого масштаба. Как я уже сказал, профиль здесь такой, что делать из этой резины можно только какие-то внедорожники, ну или совсем какие-то овощные автомобили, где высокий профиль колес. Рисунок по сути только один, безальтернативный. Как-то декорировать эту штуку можно, ну в лучшем случае только какими-то, не знаю, Lego System деталями украсить, да. Ну либо как вот я здесь сделал, заказать хромированные диски, хотя картину это не сильно меняет. И тут нам на помощь приходит, конечно же, Китай. Китай с ее кучей резины для RC моделей. Это RC диски для дрифт моделей, для туринг моделей и для ралли моделей масштаба 1:10. Таких очень много дисков продается на eBay, на AliExpress и так далее. Впервые я увидел, как их использовал наш коллега по имени Аттика. Ссылка на его канал, пожалуйста, в описании снизу. Он активно использует подобные колеса и все возможности их вам продемонстрируют в своих видео. Посмотрите, пожалуйста, зайдите, подпишитесь на этого парня. Спасибо ему за идею. Что у нас тут есть? Куча разной резины, очень разной по дизайну, как резины, так и самих дисков. Тут и копия GTR есть, и вот такие вот SSX диски, вот такие вот ретро диски, и вот Watanabe диски, которые на хачироках используют очень часто. Все есть, и BBS, и даже Востоны можно найти. Остается один вопрос, как эти колеса крепить. Берем диск. Нужно нам увеличить, во-первых, центральное отверстие, вот так вот. У меня уже оно увеличено. Суть в том, что изначально вот это отверстие, оно не пропускает в себя леговскую ось. И нам нужно немножко эту дырочку увеличить. Увеличивать как? Нужно подобрать нам такой биток, который будет чуть меньше оси. Значит, мы разрабатываем отверстие максимально ровно, но не перестарайтесь, потому что если вы сделаете отверстие больше, чем надо, и будет там проваливаться ось легко, то потом вы пожалеете, когда будете крепить диски к маленьким ступицам, сейчас я покажу их дальше. Потом вы берете ось, проверяете, что она туго входит, и там, в принципе, ее можно спокойно провести. Потом вы берете шестеренку, значит, и защелкиваете ее туда. Защелкивается она туда очень легко. Ну, зависит, конечно, от дисков, от напыления, но вот в эти диски вошла легко. Все, вы это защелкнули. Сейчас надо вот здесь немножко пролить суперклеем по бокам, не в отверстие, куда ось вставляется, а именно по бокам, чтобы шестеренка схватилась за ступицу диска. И все, и пока диск сохнет, нужно быстро отцентровать. Отцентровать как? Вы вставляете сюда какую-нибудь ось, берете какую-нибудь очень длинную ось, пропускаете ее сквозь диск, туда продавливаете, здесь она должна выйти, и когда вы это делаете, у вас в принципе как бы шестеренка отцентруется, и пока она центруется, там схватится еще и суперклей, который зафиксирует шестеренку там
надежно. Ваша задача просверлить отверстие в меру тугое, закрепить шестеренку ровно, проклеить ее. На этом все. Если вы сделаете все правильно, то когда вы будете пользоваться вот такими вот самодельными ступицами, ну это для передней оси ступицы получается, поворотные, приводные, то у вас, когда вы вставляете сюда эту ступицу, колесо будет сидеть очень и очень плотно. Во-первых, потому что сама шестеренка получится у вас обжата как бы вокруг диском, и она как бы шестеренка будет внутри себя отверстие тоже хорошо обжимать, в которое ось вставлена. Во-вторых, у вас кончик, видите, немножко шруса, кончик разборного кардана выйдет из диска. И так как диск вы не сильно дырочку эту увеличили, не сильно увеличивали, то у вас ось туда будет входить тоже туго. Тем самым у вас как шестеренка будет держать ось, так и сам диск. И в итоге у вас получается, что очень крепко держится колесо на ступице, чего не хватает, например, моделям, где на подобную ступицу насаживается у нас леговский диск. Ну, вот, например, на шиповских Land Rover'ах, маповских, там вот так вот примерно сделано, и это очень не крепко, ненадежно. При наезде на препятствие диск стремится вот так вот, скажем так, развальчиком стать и выскользнуть из оси, то есть расшатывается. Здесь же у нас, потому как у нас очень хороший здесь правильный, грамотный вылет, у нас по сути нагрузка, она ступица, она находится внутри колеса, и поэтому, когда мы вот колесо давим, то у нас нет такого вот выламывающего момента, с трудом его достает туда. Но это хорошо, потому как лучше пусть хорошо держится, чем отваливается на каждом препе. Шасси RM8 очень подходит для выталкивания. Оп, все. Достал. Да, раз уж я заговорил о шасси RM8, оно будет кстати, потому как на моем этом шасси крепление колес осевые. И сюда просто шикарно встанут эти диски. Они встанут, они поместят внутрь себя поворотные ступицы. Вот вам, пожалуйста, шасси RM8 на кастомных колесах. Строй что хочешь. Вот вам, пожалуйста, еще мадоковский пример мадоковского джипа. Вы знаете, что мадоковский джип идет в базе на 62-х колесах, но там эти колеса настолько мелкие, что сразу сюда напрашиваются колеса больше. Ну и, конечно же, это не леговские. Вот, мне кажется, вообще в самый раз эта резина сюда идет. Шикарно. Вот на сборная ступица, даже с имитацией тормозных колодок, можно как на поршике сделать. Все будет выглядеть шикарно. Вон, красные суппорта. Ну и последний, этот крузачок. Смотрите, сюда вот даже просто приставить другие колеса. Смотрите, как вид машины меняется сразу, да? Это еще ничего, если мы сейчас поставим какие-нибудь вообще супер. Вот с такими колесами уже хочется весь этот внедорожный обвес, все эти трубы каркаса убрать и юбку до пола, бампера задние, передние, вы понимаете, да? Хочется в другом направлении двигаться. Наверное, вы знаете, догадываетесь, куда я буду двигаться с этим внедорожником дальше. Диски от GTR на крузаке. Еще пока не закончил тему, пока не забыл, вот покажу пример неудачных дисков, которые я купил в другом магазине, не там, где все остальные. Вот этот хромированный диск вроде выглядит нормально, но вот это место углубления под шайбу, оно очень неглубокое, поэтому туда вот шестеренку невозможно засадить защелкиванием, поэтому вот эти диски у меня не прокатили, кстати. Похоже, да? Отлично. По дискам и резине, вот так выглядит внедорожная резина, несколько ее вариантов, да? Дорожные варианты, причем как симметричные, так и асимметричные разного размера. Дорожные варианты, они размером как раз 62 миллиметра или около того. Ну посмотрите, один в один. Зато как профиль колеса и размер диска влияет. Просто небо и земля. Ну и последние вот диски, это дрифтовые диски. Причем я вам не все даже виды рисунков протектора показываю только то, что у меня под рукой есть. Вот это пластмасса. То есть вам достаточно даже в некоторых случаях L-моторов и бувиза, чтобы дрифтить на таких колесах. Но чтобы был результат еще лучше, я вам просто рекомендую взять один багги-мотор и тот же бувиз, и вам 4 колес вот таких вот, да, пластиковых хватит, чтобы наваливать очень неплохо как по ковру, так и по какому-то твердому покрытию. Причем она бывает как проклеенная, вот я купил вот эти пластмасски сюда не вклеены, но при этом их снять отсюда тяжело, потому что они не эластичны, надо их нагревать, либо кипятить, еще при этом не повредить хром. А вот есть вот такие, которые снимаются
Конечно, эти выглядят красивее, но они и те, и другие, они дрифтят шикарно будут. Дисков здесь очень много, как я уже сказал, здесь копии разных дисков есть, да, как настоящих, так и каких-то вымышленных. Причем стиль разный, вот как спортивные, GDM там какие-то, да. Есть диски, кстати, для гелика G63. По сути, вы можете построить любую машину. Вид тачки меняется сразу с колес. Недостаток у них, наверное, только один, я сразу его скажу, это не пуризм, то есть это вы строите модель, которая заведомо содержит не лего элементы. Я к пуризму, например, отношусь так, что если ты упираешься в какой-то потолок, какой-то ограничитель, который невозможно преодолеть с помощью стандартных каких-то решений, ну в лего это имеется в виду стандартные какие-то, да, элементы, колеса, то почему бы не взять какое-то стороннее решение? В любом случае вы ведь строите для себя, как бы вы сами себя выражаете, а не на публику работаете, чтобы потом, не знаю, отбиваться от каких-то комментариев, типа там не пуризм, там не лего и так далее. Мне вот абсолютно пофигу вот на эти, не знаю, мнения, что там ты построил не из лего, да? Я строю для себя, ребята, и с вами просто делюсь. Поэтому то, что используют там S-брики, бувизы, они действительно это наболело, потому что лего не может дать ни повышенную мощность, ни нормальные пульты, ни колеса, как вот, да, в моем случае. Совесть меня не мучает. Вот поэтому это единственный минус, то, что это будет не лего. А в плюсе что? У вас крутой вид, тачка реально преображается, когда вы ставите туда какие-то крутые колеса. И ну, с этим спорить сложно. Хочется строить дальше, даже хочется улучшать. Вы поставьте вот такие колеса сюда, да, занесите подвеску, и вам хочется уже обвес на эту машину делать, спойлер сзади прикрутить. Это, конечно, прикольно. Нормальный вылет, то есть вы помещаете ступицу внутрь колеса, и причем внутри колеса достаточно много места. Достаточно много настолько, что вы даже можете сюда поставить портал. Вот вам пример. Это ось портальная, но она не самая крепкая. Вот здесь сочетание у нас 8×14. Портал, легко вставляется колесо и по сути шестеренки помещаются внутри полости диска. Но это еще не все. Вы можете поставить сюда самодельные порталы, которые строятся на таких треугольных лифтармах. То есть эти треугольные порталы с шестеренками 8×24 сюда вот легко помещаются, причем практически в любой диск. Это значит, что вы, помните, я говорил про диски, про гелик, да? Это значит, что вы можете купить те диски от гелика и сделать гелик на порталах, как типа там в квадрате или даже 6×6. Первый, значит, внешний вид, второй это реалистичность. Огромный выбор. Вот дисков вот реально много. Вы на Алиэкспрессе поройтесь просто по ключевым словам Drift Tires, RC Drift, RC Touring, RC Rally и так далее. И масштаб 1.10 задайте. Ну и последний плюс это, конечно же, цена. Вот, например, комплект вот таких качественных дисков с резиной стоит примерно 500 рублей с доставкой. Такие вот покрышки, да, они достаточно редкие еще, они, конечно, стоят подороже, вот эти вот раллийные. Выбор шикарный, цена хорошая, выглядят круто, реалистично. Спросите, где купить? Я, конечно, могу сейчас с вами поделиться ссылкой, где я купил все эти диски. Я нашел для себя на Алиэкспресс магазин, где очень быстрая доставка. У них почти все в наличии, то есть не нужно ждать, что долго они там будут закупать, отправлять. Огромный выбор, причем все диски у них качественные, резина там. Магазин я вам могу дать ссылку, но я думаю, а зачем? Давайте мы лучше наберем много просмотров, лайков. Вы обязательно комментируйте, ставьте лайки, говорите, задавайте вопросы. Если будет у нас много просмотров, я просто пришлю хозяину магазина видео, скажу: смотри, а вот я твои колеса обозревал, давай-ка нам скидочку, дисконт какой-нибудь к видео дай. И ребята, которые посмотрели это видео, обязательно придут к тебе в магазин. Мне кажется, это более справедливо. Поэтому, как я уже сказал, ставьте лайки, комментируйте, проявляйте активность под этим видео, чтобы оно набрало много просмотров. Ну и последний аргумент в пользу этих дисков скажу. Я уже решил, что мы разрешим подобные колеса на следующем заезде Триал, который будет в Москве, возможно, уже будет осенью, да, но это пока не точно. Поэтому мы разрешим эти диски, чтобы можно было строить как минимум в трофе, использовать эти колеса, чтобы делать уже какие-то более крутые тачки, хоть там Porsche, хоть BMW, хоть что там, да, Lexus стройте. Вот эти колеса, о которых я вначале уже рассказал, да, они 70 мм, и вот если сравнивать их, во-первых, они размерами очень пропорциями похожи, во-вторых, они по форме крепления похожи, то есть осевое крепление, и в-третьих, вылет у них одинаковый получается, ну, может быть, там плюс-минус полстуда, да, но по сути эти вот колеса модифицированные, они получаются полным аналогом этих колес. Мне кажется, вообще шикарно получается. И может быть даже мы какой-нибудь конкурс в нашей группе замутим с использованием этих колес на моделях, но это не точно. Все, еще раз прошу проявить активность в данном видео в части просмотров, в части комментариев, лайков. Почему? Потому что, как я сказал, мы потом пошлем эту ссылку хозяину магазина и будем покупать у него со скидками. Что ж, если я вас не убедил в том, что вот такой
колхозный метод адаптации дисков можно использовать в Лего. Сочувствую, значит вы пурист и вам остается использовать только оригинальную резину. Ну, либо изготавливать свою форму и отливать резину своего дизайна. Пока.